empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Доброе утро всем! Мы сейчас находимся в Закопане, и первое, что нужно сделать в Закопане, это, конечно же, пройтись по главной пешеходной улице, по улице Крупувки. Мы сейчас здесь находимся, это мостовая, здесь много магазинов, много ресторанов, много баров. Мы вышли в раннее утро, сейчас 9 часов утра, и еще людей очень-очень мало, город только начинает просыпаться. Пешеходная прогулочная улица Крупувки входит в пятерку известнейших улиц Польши. Побывать в Закопане и не почувствовать ее колорит немыслимо. Здесь за пару монет мимо покажут забавную миниатюру, сыграют уличные музыканты, нарисуют ваш портрет. Здесь обилие туристов разных национальностей. Очень удивило, что в этом небольшом городке есть очень много торговых центров и магазинов одежды. Вот H&M, вот торговый центр. Водопадики. Красивый очень центр такой. Сегодня мы планируем все обойти. Эта улица Крупувки длится длиной в 1 километр, и она упирается в гору, на которой есть фуникулер. И мы тоже туда обязательно поднимемся. В разгар дня передвигаться по Крупувке достаточно сложно, так как много народа, поэтому мы и вышли сегодня пораньше. Здесь множество сувенирных лавочек, магазинчиков, музеев и кафешек. На этой улице полно красивой и старой архитектуры. Сегодня солнечно и морозно. Дышишь, и пар идет изо рта. Баранчики, на них написано Закопане. О, 55. Возьмешь, Алисе, может? Если пройти по этой центральной улице до самого конца, вы упретесь в гору Губалувка, и там есть фуникулер, можно подняться и увидеть Закопаны с высоты, что мы сегодня и сделаем. Но пока у Таи и у Алисы тоже немножко другие планы. Иду за ними. Тая нас уже ведет в свои любимые места. Чувствую, что мы здесь на час. Взять такое? Неплохо. Я разрешила Тае выбрать что-то одно, и она выбрала этот наряд. Пижаму оставили. А теперь придется купить что-то и Алисе. Дети увидели Макдональдс, я говорю, нужно национальную польскую кухню попробовать. Еще буквально немножко мы здесь побудем, найдем то, что хотела Алиса, и покажем вам еще одно очень классное место в Закопане. Алиса ищет баранчика с надписью «Закопане» в розовой футболочке. Не можем найти. Что нужно обязательно сделать в Закопане, так это попробовать традиционную уличную еду. Будешь такое? Нет. Не будешь? Это запеченный на огне сыр, и это очень-очень вкусно. Он подается с вареньем или с беконом. Мы с Алисой пробуем польскую традиционную кухню. Осторожно, блин, Алиса! Все. Это сыр был с журавлиным вареньем, с клюквенным. И мама уже теперь вся в варенье. А у меня... Спасибо. Иди сюда, макай варенье аккуратно. Вкусно? Тая, оставишь попробовать, хорошо? Тая в отказ у нас ушла. А у меня такой же сыр, запеченный вот с таким беконом. Тая решила попробовать тоже. Я говорю, Долго вгрызаешься. В итоге Тая распробовала и случайно съела всю мою порцию. И сейчас мы вернулись, чтобы купить еще. Нормально? Мы вернулись за сырными вкусняшками. ага, мне с вареньем опять. Тае зашел бекон. Бадри, это видео для тебя. Смотри, у Муни твоя любимая шуба, и она сейчас будет вся не в шоколадах, а в варенье. В итоге за этим сыром мы возвращались еще 2 раза. Настолько он детям понравился.
А еще всю улицу Круповки можно проехать на такой вот конной повозке, если вам лень ходить. Лошадей здесь очень много, цену мы не узнавали. Пчелка прячется. Пчелка хочет денег за фотографию. И Мишка хочет денег за фото. Нам понравился барашек в голубом платье, а Алиса не хочет, говорит, что ей нравится другой, который остался где-то позади, и нужно возвращаться целую улицу. Дось, давай в голубом посмотрим. Хочет в розовом, хочет, и все, скандал. Ну, давай тогда потом за ним вернемся, попозже. Ну, сейчас это всю улицу пройти, понимаешь? Давай мы дойдем, куда мы шли, а потом вернемся на обратном пути. Или купим здесь голубого. В голубом платье он шикарный. У нас скандал из-за барашка. Не можем найти такого, как она хочет, который остался далеко-далеко, а я не хочу возвращаться. Это мне напоминает наши буковельские карпатские базарчики. Мне нравится здесь, красивая очень улица. Don't you know you've been high and you're feeling low? Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Ура! У нас новый житель дома, да? Такого ты хотела? Все, слезы прошли. А здесь советую побывать обязательно. Сейчас мы идем на Закопанский аттракцион. Будем подниматься на гору на фуникулере. На гору Губоловка, ее высота 1120 метров. Но можно подняться пешком. Но сегодня с Алисой мы решили пешком не идти. Пешком бесплатно. Билеты на фуникулер продаются вот здесь. Вышло 75 злотых на меня и двоих детей. Вот такой вагончик. Тая расстроилась, что все места заняты, но я думаю, что мы можем 2 минуты постоять. Для подъема на высоту 1122 метра над уровнем моря достаточно 3,5 минут. Канатная дорога может перевозить около 2000 человек в час. С вершины Губоловки открывается потрясающая панорама Закопаны и Татр. А сейчас давайте просто полюбуемся этими видами. Поднимаемся быстро-быстро. Жарко? Пешком с Алисой я бы точно не хотела подниматься. День очень солнечный, и народу, конечно, много. Кафешки переполнены, очень много туристов из разных стран. Боже, какая цветочная красота. Очень красивая панорамная площадка. Наверное, ночью тут тоже все светится. Сейчас уже будем спускаться на этом же фуникулере вниз в город. А вот здесь такие скамеечки сделали, и народ сидит, любуется на панораму гор. Что видно? А? Горы? Я вам скажу, что мы прошли с утра по улице Круповки, долго так прошлись, и вот сейчас поднялись на Губоловку. И у нас на все про все ушло практически половина дня. Рассчитывайте время.
Вижу. Ты видишь, что детей не пускают? Видишь, детей нет ни одного. Тая у нас будет ехать, а мы с Алисой ждем. Алису не пустили с Таей из-за возраста, сказали, только со мной можно. А я не могу. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am drowning on my knees and Тая едет, возвращается к нам. Ну что, страшно было? Но Алисе было бы страшно. Ну хорошо, что ее не пустили. Да, Алис? Хорошо, что тебя не пустили, потому что ты бы испугалась. Идем, спустимся еще вон на ту смотровую площадку. А если бы мы стояли здесь, вот в этом месте, мы бы очень хорошо видели, как Тая съезжала. Но мы об этом не знали. Здесь на вершине горы своеобразный туристический центр. Очень много всяких кафешек, развлечений. Вот эти вот санки, на которых Тая каталась. Тая, новый прикид. Ребенок, что ты делаешь? Не раздевай, она замерзнет, твоя овечка. Если вы хотите сделать хорошее фото здесь на вершине, то лучше подниматься с утра, ну или хотя бы вот как мы в районе 12 часа дня. Но ни в коем случае не в 2 и не в 3, потому что будет от горы идти сильный засвет в камеру. Мы баранчика надежно спрятали, чтобы он не выпал, да, на фуникулере? Ему холодно. Тая нашла место свободное. Алиса садиться не хочет, она хочет все видеть. Мне канатка эта очень понравилась, и место наверху классное. Вот всем рекомендую побывать реально. Как только вы выходите с фуникулера, вы попадаете на большой сувенирный рынок. Вот такой. Много здесь всего. У нас в наших Карпатах украинских тоже очень много таких базарчиков. Яремчанский я вам показывала в одном из прошлых видео, кстати. А здесь можно привезти в подарок родне очень вкусный сыр. Чего здесь только нет. Изделия из дерева, куча различных магнитиков, сувениров, тарелочек, очень большой выбор еды, носки, жилетки, ну все как у нас. Сейчас там пройдемся и увидим. А мы снова идем по улице Крупувки к нашей машине. Я редко ношу бижутерию, но мне так понравились они. Прикольные, да? Тая сказала да. Тая себе выбрала елочки, а я вот эти. Прям как наша Дерибасовская. Морское око – то место, из-за которого туристы едут в Закопаны. Посетить его рекомендую обязательно. Машину оставляете на парковке, а дальше 9 километров пешком в гору. Но есть плюс – по хорошей дороге. В следующем видео мы покажем подробно весь подъем и его нюансы. Как вы можете видеть, с погодой нам не очень повезло в этот день, но, возможно, вам повезет больше, и вы увидите морское око в солнце. В паре километров от Закопаны есть шикарный термальный комплекс Термы Буковина. Его я также рекомендую посетить, особенно если вы с детьми. Если честно, в этом бассейне вода не холодная, не горячая, но немного замерзаешь. Комнатная, да? Я не хочу в него. А этот бассейн с очень горячей водичкой. Классно.
Вплываем в уличный бассейн. Идем. Где Тая? Таю забыли мы где-то, да? Тут очень много пара, которые мешают снимать. Да, камера потеет сильно очень. В одном из следующих видео мы покажем вам самый лучший обзор этого термального комплекса. Не пропустите.